Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события 2024 года, как изменится моя жизнь. По восточному или китайскому календарю 2024 год, год дракона, знак небесного могущества и влияния, и в то же время дракон, мифическое животное. Это тот, кого в реальности не существует. Дракон, он очень самостоятельный, он может действовать в одиночку. Считается в восточной философии, что дракон может пойти на какое-то опасное дело один и выйти победителем. Но каков бы ни был его праздник, после праздника его сожгут, и он, как птица Феникс, возродится из пепла. И если мы говорим, вот это как бы притча, сожгут и возродится из пепла. Вот как раз 2024 год, год перемен. И я во многих видео за 23 год говорила о том, что 23 год – это год адаптации. Нам нужно выбрать какой-то свой фарватер, с чем-то разобраться из прошлого, в чем-то поставить точку, словно всю жизнь свою так вот причесать немножко, расставить все по местам. Это будет важно, потому что будет формироваться новая структура, будет новый порядок, какая-то система иерархии. Это то, чего мы не изменим. Нам придется принять это неизбежно. И как раз если мы перекладываем на вот этот образ дракона, это будут те перемены, которых мы не сможем избежать. Реальные изменения приведут, может быть, к каким-то непредсказуемым событиям, и, возможно, в течение года метаморфозы. В целом нас ожидает много преобразований дважды. Еще и очень символично тот факт, что окончательно в 2024 году Плутон войдет в знак Водолея. И сам по себе Плутон – это как отмирание всего отжившего, всего того, что мы не возьмем в будущее, то, что уже не будет работать, в итоге утратило всяческий смысл. Пришло время снести устаревшее и что-то отстроить заново. По сути, пришло время возрождения. Время задавать вопросы, принимать ответственные решения, делать важный выбор и занимать позиции. Позиции имеется в виду наш тот фарватер жизненной надежности, своего рода нашего оплота. Это то место, может быть, профессиональной деятельности, которое мы изберем на длительный период, и мы можем начать какой-то старт. Это может быть кардинальные какие-то преобразования, когда многие из нас решат кардинально изменить сферу деятельности, заняться чем-то новым. И очень символично, кстати, вам. Почему? Потому что в марте месяце уже 23 года Сатурн вошел в Рыбы. А Сатурн, мы и говорим, это планета иерархии, порядка, структуры. И что-то будет отстраиваться заново. Видимо, вас, мои дорогие рыбы и рыбки, это как раз может коснуться в том плане, что ваше лидерство, оно как раз, или ваши личные качества, они будут востребованы и выйдут на первый план. Время выйти вообще для вас где-то на авансцену. И если бы прежде, допустим, вы люди добрые, и знак тот, который скорее готов, ну, какой-то нейтралитет держать. Вы думаете так, можете думать глобально, чтобы всем было хорошо. А тут нет, тут немножко нужно сконцентрироваться на себе и поставить себя на первое место. Это в целом вот такая задача для вас, потому что эти перемены, они для вас будут добрыми, мои дорогие рыбы и рыбки. Понятно, что от нас потребует этот год, хотим мы того или нет. Видимо, скоротечность событий, непредсказуемость, быстрый какой-то форс-мажор, переменчивость потребует силы воли и мужества где-то. Но Плутон в течение года так или иначе нам будет навязывать какую-то необратимость. Мы не можем изменить события, мы не можем изменить какой-то курс, но мы можем найти свое место в жизни и отстроить новое качество жизни. Цель года – созидание через разрушение старого. Что касается эмоций личной жизни, то как раз год дракона, он очень положительным в этом плане. И если начало года еще мы можем ощущать какую-то апатию или слабость, вялость, будет оказывать влияние еще предыдущий год, год кота, то уже с первыми лучами весеннего солнца
ну, где-то чувство драйва. Он возьмет свое, и в течение лета для многих из нас каким-то образом мы можем изменить личную жизнь, потому что для нас будет важно все, как, наверное, в профессиональной деятельности или в плане личного самовыражения, творчества, когда мы хотим какие-то свои именно позиции занять, заниматься тем, что именно нам нравится, в чем мы себя можем выразить. Также вот через такую осознанность нам придется пройти и в личных отношениях. И это будет касаться партнерства ближнего, кто рядом со мной, кому я могу доверять. Отчасти это может коснуться и круга вообще вашего окружения в плане социума. И для вас, кто со мной, кто против меня, а кто равнодушный человек. Вот равнодушных людей для вас как бы стараться избегать, наверное, на 2024 год будет правильным. По крайней мере, это не значит, что мы идем в какую-то конфронтацию. Но опять же, через осознанность определиться в отношении чувств и людей для вас будет позитивным моментом. Ну и в целом позитивным моментом сохранять в себе психологическую, эмоциональную устойчивость, равновесие и, что немаловажно, критическое мышление. Уметь увидеть, что есть по факту. Потому что события действительно могут временами напоминать американские горки. Значит, нам придется на них, прокатиться. Ну, давайте мы узнаем, что думают карты Таро. Не всегда Таро-прогнозы совпадают с теми астрологическими явлениями ожидаемыми. И у нас будет сегодня 3 колоды. И так мы будем смотреть именно на события этого года. Первая колода у нас золоченого Таро. И первая карта – важные события. Что важного случится в моей жизни, произойдет? Что, может быть, будет для меня наиболее запоминающимся в 2024 году? Может быть, своеобразный старт в чем-то. Или какое-то ваше важное решение, может быть, выбор. А что новое войдет в мою жизнь? Или это может быть новое событие, новое начинание. Что начнется? Какие неожиданные события меня ожидают? И мы с вами продолжим на колоде Таро иллюминатов. И мы спросим, какие радостные события, ну вот точно, 4 кубков, наверное, как минимум начало года. Вот может быть такое состояние, когда я сижу, и что-то мне ничего в руки не идет. И есть какое-то сожаление, может быть, такое сожаление из-за того, что как-то коренным образом идут перемены или что-то быстро меняется. Я предполагал или думала, что как-то в другом ритме пойдет, а здесь вот все идет совершенно не так. Это все то, о чем я до карт говорила, а наша задача увидеть вот этот кубок. Не сидеть где-то в уголке, мои дорогие рыбы и рыбки. Помните, задача другая. Именно себя как будто, ну, не позволить в первую очередь, наверное, самому себе задвинуть так себя в угол, поставить на второе место. Нет, мы выходим на авансцену, правда? Итак, радостное событие. Что нас будет радовать? А что нам будет помогать? Достанем карту. А что нам будет мешать? И у нас еще осталась колода 78 дверей, метафорические карты, но мы их откроем после нашего расклада. Итак, важное событие, давайте будем узнавать. Судьба стучится в дверь. Ну, интересно, очень символично. Это у Бетховена 5-я соната так называется. Так вот, по верховному жрецу действительно тут что-то судьбоносное, чего мы не сможем избежать. И знаете, если уж так поворачиваются события для нас, вообще это карта уверенности, надежности, когда у нас все под контролем, когда у нас нормально и с финансами. Я не говорю о каких-то золотых горах или кисельных берегах, нет, но иерофант или верховный жрец нищий не бывает. С другой стороны, это карта того, что мы учимся
а может быть, учим других. Здесь кто в какой ситуации оказывается. Ну, наверное, даже те, кто учат, они все равно будут сами желать, как будто открыть для себя новые горизонты или какую-то новую науку или чего. Что-то вас заинтересует. И поверьте, этому своему желанию не нужно противиться. Тут самое главное, вы люди очень интуитивные, слушайте себя, потому что ваша интуиция вот в такой год метаморфоз, она вам будет безошибочные какие-то подсказки давать. И здесь нам придется именно тем путем пройти, который для нас будет как миссия сама по себе, эта карта. Миссионерство тоже. И значит, какое-то у каждого из вас, мои дорогие рыбы и рыбки, есть предназначение. Поэтому, повторяюсь, не задвигайте себя на второе место. Даже по воле своей доброты, даже из желания, чтобы, ну, как-то так вот было мирно, гладко, хорошо всем. Когда вы будете пытаться двигаться в несколько направлений, пытаясь уравновесить то, что в принципе, может быть, уравновесить невозможно, то вполне вероятно у нас получится это сделать на какое-то время, но в итоге, если этому не суждено сбыться, значит, так или иначе, все равно какие-то изменения, они будут продолжаться. Поэтому карта говорит, вот сконцентрируйся на себе. Сам по себе год. Тут, наверное, что не событие, то важное будет. Если мы говорим мелкие какие-то, может быть, даже на первый взгляд дела, которые нам могут показаться не столь значительными, а мы ведь не знаем, может быть, это начало какого-то очень серьезного проекта. Поэтому максимально использовать все возможности, откликаться на какие-то предложения, как со стороны, так и очень важно откликаться на те импульсы или инсайты собственной души, которые дает вам интуиция. Прекрасно. Что нового? Ну вот это и есть. По пажу жезлов это правда. Какое-то новое вдохновение, новое предложение, обучение или стремление что-то создать. Здесь сама по себе новизна и прогресс по этой карте проигрывается. И поскольку это жезлы, огненная энергия, это значит, какое-то дело нас полностью захватит. И вы можете уйти с головой буквально в этот свой проект или в какую-то работу, в самовыражение, иными словами. И тут, правда, у каждого какая-то своя будет новизна в жизни. У кого-то это могут быть, точнее, новые отношения, потому что по верховному жрецу у нас проходят свадьбы, у нас проходят венчания, у нас проходит, кстати, получение высоких должностей. Вот все то значимое, то, что где-то на годы, на долгий период времени, мы не забываем, что это у нас с нуля, как словно структура новая отстраивается. И найти место ваше будет важным не просто на год-два, а по Плутону до 43-го года. Вот такой для вас судьбоносный может оказаться 2024 год. Будьте внимательны. Неожиданные события. Еще один старший аркан. Они похожи отчасти. Каждый немножко сам по себе. И тот, и другой где-то мудрец. И, наверное, такие же вот эти карты, ну, олицетворения той энергии, какие вы, мои дорогие рыбы и рыбки. И на самом деле даже дети рыбки обладают какой-то вселенской мудростью. Вот есть такое. И значит, с одной стороны, если мы говорим неожиданные события по отшельника вообще сложно застать врасплох или сказать, что для него есть какая-то неожиданность. Он знает, он ведь мудрец, он знает, что всегда будет обстановка в какой-то трансформации бесконечной, меняться, какие-то события, что-то будет отстраиваться заново, что-то может и как будто порядок разрушаться. И поэтому его практически выбить как будто из его колеи или из его какого-то пути жизненного невозможно. Когда выпадает эта карта, я ее люблю за то, что мне никто не мешает. И если мы говорим про неожиданности, к примеру, которые могли бы нам помешать осуществить тот или иной проект, нет. Почему? Мы на своей волне, мы надеемся сами на себя. И интуиция, мудрость ваша природная, она будет подсказывать, в каком направлении нам двигаться, а в каком не ходить. И если мы вот конкретно по этой карте, обратите внимание, отшельник, он словно идет по какой-то своей дороге, тут даже дорога, тропа, ну это как путь жизненный, и
нигде не закреплен этот путь. Он словно висит, парит в воздухе. И включается вот этот фонарь, который в руке. Это прообраз нашей интуиции. По преданию вовремя. Вот, видимо, наша интуиция будет давать вовремя подсказки. И тут идет отшельник, и вдруг зажегся его фонарь, а на пути змея. Значит, будут какие-то, как и люди разные, как и ситуации разные, но слушая свою интуицию, вы все увидите, предугадаете и предпримете правильные действия. Но где-то это карта подразумевает аскетизм все же, давайте прямо скажем. И хоть полярное тут значение, по верховному жрецу мы сказали, бедный не бывает. Но даже при наличии денег, видимо, в этот год для вас больше возвышенное что-то важно. Какая-то цель важна. Вот то направление, которое вы как миссия, да, мы сказали, вы должны осуществить. И материальное на первый план мы не ставим, а что-то более важное в вашей жизни, которое вам в последующем приносить будет как и доход, как и уверенность, как и новые должности или расширение бизнеса. Ну вот все зависит от того, что же у вас за путь, мои дорогие рыбы и рыбки. И все это придет, в 2024 году, где-то бы сказала, деньги больше сохранять, чем тратить. Они как будто не нужны на какие-то глобальные покупки. Словно есть что-то более важное, более ценное. Хотя денег как раз нам должно хватать. Давайте мы посмотрим радостные события. Ну вот они и деньги. Деньги будут. Но, видимо, умение, возможность даже заработать деньги. Или осуществить какой-то проект, который тоже приносит прибыль. С другой стороны, эта карта у кого-то может говорить, что это пока еще не ваши заработки, кто-то ведь учится, и значит, будет тот человек, который будет поддерживать вас, в том числе материально. В принципе, мои дорогие рыбы и рыбки, у кого-то это может быть, да, успешный бизнес, а для кого-то это будет поддержка, когда, в принципе, нет вот нужды самой по себе в финансах, когда вы можете не беспокоиться об этом, вам придут на помощь, вас поддержат, и даже если вы учитесь, с финансами проблем нет. А для тех, кто из вас занимается творчеством, если мы говорим про меценатство, то здесь, может быть, встретится тот человек, наверняка, который заинтересуется, как и вами самими, как и вашим творчеством, тем, что вы делаете, создаете, и, может быть, тем продуктом, который из-под ваших рук выходит. Ну, кто знает, кто-то книгу пишет, кто-то картину пишет, кто-то музыку сочиняет. Все может быть. И здесь все возможно. Для вас это значит миссия. Вот правда, замечательно. Что нам помогает? Нам помогает это прообраз Медузы Горгоны, которая у нас пострадала, как мы знаем, от излишней доверчивости. И от того, что она понадеялась на порядочность не кого-нибудь, а Афины Паллады, богиня-воительница, казалось бы, безупречная репутация, и тем не менее подвели. Она понадеялась, что храм Афины Паллады, казалось бы, место особенное. Там не произойдут какие-то события, которые могут говорить о нашей опасности. Или наоборот, скорее, этот храм может служить нам убежищем, а вышло наоборот. А все произошло. Я уже не в подробностях, кому интересно, можете зайти на мой сайт и почитать. Есть ссылка на YouTube-канале. А все произошло потому, что Афина Паллада позавидовала Медузе Горгоне и ее красоте. Поэтому зависть никто не отменял, мои дорогие рыбы и рыбки. Может быть, взбираясь быстро по дереву жизни, да, или по и лестнице иерархии, или, я могу сказать, вас заметят, понимаете, вот это точно вот по этим всем картам. Вы как-то будете из всех выделяться, и каждый из вас в той области, где вы прикладываете усилия свои, там, где вы есть, ваше присутствие само по себе. Так вот, кому-то это может не понравиться, и поэтому предусмотреть вот какие-то происки или какие-то подножки мы как будто должны. Нам будет помогать, если мы будем как вот этот мудрец-отшельник. Его невозможно купить, его невозможно купить на лесть, его невозможно расстроить или вывести из себя какими-то злыми даже речами или обидными, ему все равно.
он настолько не подкупен, и вот где-то это в этом будет тоже ваша, как и нейтральная, так и абсолютно безупречная, и в то же время позиция, которая самая надежная, и это как, знаете, ваш статус и одновременно ваша защита. И поэтому мы сможем благодаря интуиции не надеяться на людей, надеяться на себя, понимать, что от людей можно ждать всего чего угодно. И вот вопросы вашего окружения действительно могут стать в течение года не раз на повестке дня. Может быть, вы где-то глубоко в душе и будете удивляться, но вы, если проведете где-то аналогию со своей интуицией, то вы придете к выводу, а ведь я чувствовал или я знала, предполагала. И от этого вы будете себе больше доверять. Так вот, что нам помогает? Ваша интуиция и самодоверие. Когда мы понимаем, что в принципе мир переменчив, и люди будут изменяться тоже, потому что каждый будет продавливать какую-то свою выгоду или ситуацию, или меркантильность. А нам нужно держать руку на пульсе. И есть момент, когда мы все-таки скорее не доверяем, нежели мы кому-то доверились. Это нам, по крайней мере, помогает. Что мешает? Деньги будут, вот правда, посмотрите, нам несколько карт уже сказали про деньги. Снова у нас выходит по девятке пентаклей. Финансовый вопрос, это, знаете, вообще финансовая стабильность, надежность, когда у нас все хорошо. И почему-то у нас выпадает, когда нам это может помешать. С одной стороны, нет каких-то помех, но, может быть, зависть из-за того, что вы более ресурсный. Зависть из-за... Это ведь не только деньги. Это можно вообще, в принципе, наша именно с позиции ресурсность, наших умений, нашего профессионализма, может быть, наша экспертность по какому-то вопросу тоже может вызывать зависть. Вот будьте внимательны. Несколько карт. Посмотрите, в середине у нас получается как медуза Горгона, да, мы вспомнили значение этой карты. А по бокам у нас как раз пентакли, деньги. Поэтому кому-то может претить, что вам хорошо. Дай бог, чтобы вам было еще лучше, но определенно. Где-то вот, может быть, поэтому нам карта отшельника выпадает в неожиданных событиях, что и мы сказали, мы здесь больше не тратим деньги, мы ничего не демонстрируем, потому что у нас аскет показан. Так вот, как минимум, аскетический какой-то образ жизни, или когда нетребовательность какая-то к роскоши, ну скажем так, да, или к какому-то помпезному самовыражению, больше скромность нам будет помогать. Тогда это предотвратит какие-то нежелательные, неожиданные события. И здесь нам карта говорит, деньги мы не тратим, они у нас есть, мы их считаем. И девятка пентаклей, 9, нумерология, и это всегда преддверие перемен. 2024 год. Вы должны подойти словно к концу этого года вот в таком ресурсном состоянии, потому что реформы продолжатся, перемены продолжатся. Следом за годом дракона идет год змеи. А змея – это всегда мудрость. И кто знает, может быть, в 25 году будет время вашего расцвета. И тогда как раз вы можете выйти уже из этого отшельника и позволить себе что-то большее. А здесь мы как будто учимся, меняем себя, пробуем себя, ищем эту миссию, может быть, или если вы ее уже знаете, значит, развиваем какие-то свои навыки. Но возвышенное, повторюсь, оно здесь все-таки на первом месте, при том, при всем, что материальный аспект как раз нас устраивает. Давайте на колоде 78 дверей достанем карты. Какие двери будут открыты передо мной в 2024 году? Ключевое значение двери – ключи. Открыта дверь или закрыта? И что нам для этого нужно сделать? Вот, может быть, отчасти вам выпадают вот эти финансовые карты, и
четверка кубков нам показан человек, который, ну, совсем расслабился. У него все хорошо, ему как будто ничего не нужно. Может быть, и в целом будет такой соблазн, понимаете? Дверей ведь нет как таковых. Э, Они не закрыты, они не открыты. Просто человек находится в своем замкнутом пространстве. И его устраивает все то, что на данный момент происходит. Тут телевизор, еда, ну и все. И я буквально сижу. Вот если мы, наверное, в таком состоянии застрянем, то ну, ни один ветер нам попутным не будет. Так какие же двери будут открыты? А может быть, вот такая история. Туз кубков, полнота счастья, где-то интерес к жизни. Вот та самая миссия, когда, знаете, баланс во всех сферах жизни. Для кого-то буквально может быть изменение в личной жизни, создание нового союза, рождение ребенка. Вполне вероятно. Для кого-то туз кубков будет означать, когда я реализовался сам или сама, или реализовала свой проект. И это тоже где-то туз кубков. Это то и счастье, и вдохновение, и радость, все вместе, словно в одном кубке. Это восторг и уже какой-то прогресс на будущее. То есть выбор будет стоять. Нет дверей, обратите внимание, ни здесь, ни здесь. Какую дорогу вы изберете? И ведь по четверке кубков мы ведь можем расслабиться, деньги как будто есть. Может быть, это своего рода испытание. Уйдем мы от какой-то своей миссии вот в такое пространство, или мы все-таки себя реализуем вот в такой туз кубков. Давайте мы узнаем, что я могу осуществить в 2024 году. Вы можете построить практически свой длительный прогресс. Семерка пентаклей в этой колоде. Посмотрите, какая у нас девушка радостная. Она сама открыла двери. Опять же, двери открыты, нет помех, нет преград. Вам действительно ничто не мешает. Если мы сами себе только не помешаем. И вот она отправляет голубя, как будто новость, какую-то информацию делится. Она ожидает обратной этой информации. На девушке дорогие одежды. Девушка стоит в дверях уютного, богатого дома. И, кстати, крестьяне, которые работают там где-то на отдалении, да, они даже ей не мешают, опять же, они на нее не обращают внимания. Работать на самого себя или обеспечить себя на длительный период времени работой, реализоваться в собственном, может быть, творчестве. Для кого-то из вас пассивный доход или приложить какие-то усилия к тому, чтобы такой, как таковой, существовал. И всегда семерка пентаклей – это карта сама по себе прогресса, роста, сам по себе период неспешный, когда мы действительно закладываем, может быть, какое-то действие или какую-то свою программу, или то дело, которое мы хотим осуществить, но это не на пару лет, а, наверное, как по Плутону, на лет на 10-20. И здесь ведь пространство нам как будто помогает в том, что нет помех. То, что мы захотим, мы можем осуществить. Точно, пожалуйста. И мы сможем, туз жезлов, посмотрите, какая интересная карта. Нам здесь показан как маг-волшебник. И он чем-то похож, кстати, на отшельника. Он в недорогих одеждах совершенно, и он босиком. Как будто вот это материальное для него не важно. И вот перед ним закрытая дверь. И он делает волшебный пас. Один взмах руки, и эта дверь ему откроется. Для вас нет ничего невозможного. Вот, наверное, как этот взмах руки. Вы захотите, и любая дверь перед вами будет открыта. Вам, мои дорогие рыбы и рыбки, нужно только захотеть и поставить себя на первое место, оставаясь при этом где-то скромным. И больше решать, опять же, вот, наверное, вопросы, то, что касается больше высоких каких-то целей, нежели материального будущего. Оно у вас и так как будто складывается, но вашу миссию как будто никто не отменял. Практически, я бы сказала, по этой карте мне она очень нравится, стать вот этим магом и волшебником, когда я могу все. Нет ничего невозможного. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы и любимы всегда.